А здесь у нас что, Чубаненков вылезет? Чубаненков выйдет погулять? Вышел погулять. Чубаненков почему-то, он, видимо, ничему не учится. Минус Чубаненков. Можно выйти попробовать сюда и Зевсу сделать сюрприз. Сюрприз! Минус. Вдвоем не смогли забрать. Вот это я понимаю живучесть. Приветствую, дамы и господа. Мы продолжаем играть в Modern Warships. Ну что, Тирпиц, брат Бисмарка, появился у нас в игре. Появился он в мероприятии «Глубины отчаяния». Получить его можно вот здесь. То есть в рулетке. Если повезет, то за ключики, которые получите бесплатно. Вот здесь. Один этап с ключами, второй этап с ключами. Ну, или же, если вы любите поиграть в денежку, то, пожалуйста, можно получить его и в платном формате. Если, конечно, повезет. Но это уже, как говорится, не наше дело. Наше дело посмотреть на корабль, что это, зачем это и как он вообще, куда, зачем, почему и для чего. Ну что ж, начнем мы стандартно. Пробежимся по его ТТХ, бои и, соответственно, вывод. Начинаем. Итак, прочность у нас 539 тысяч. У Исакова, который крейсер, 552 тысячи. Да? То есть намек, понимаете. Скорость 23 узла. Нет, 22 на самом деле, но она не падает на поворотах. То есть он все время держит свои 22 стабильно. Маневренность 10,1. Как для линкора, ну, ворочается нормально, сойдет. Радиус обзора 12, заметность с воздуха. Все эти заметности вообще забудьте, потому что вы линкор, вас заметно чуть ли не всегда. А если, не дай бог, вы вздумаете выстрелить куда-нибудь в сторону противника или в сторону, в которой, по вашим предположениям, находится противник, ну или просто выстрелить, в любом случае вы засветитесь чуть ли не на всю карту. Разведданные 2. Малозаметность 5. Очень смешно, да. Линкор малозаметный. Угу. Еще раз. Вы светитесь чуть ли не всегда, потому что это линкор. Штраф при движении 12 и 5. Переходим к вооружениям. У нас один слот под 2 ракеты. Дальше идут... О, господи. SKC-34VT 380 мм пушки. Урон за залп 124 тысячи, не так, чтобы много. Перезарядка 8,75. Кстати, это вот уже где-то вот на уровне 7-секундных элок и тому подобных. Сплэша, к сожалению, нет. Идем дальше. ПМК. SKC-37 150 мм. Урон за залп у нас 57 тысяч. И перезарядка уже 5,39. То есть достаточно скорострельная система. И она уже имеет сплэш. Сплэш в 250 единиц в радиусе 80 метров. То есть затыкать ВС-3, детерренсы этими штуковинами вполне себе можно. Дальше. Двойной слот под гранатометы. Гранатометы не залоченные. Пожалуйста, можно ставить что угодно. Далее. ДМ-2АТ торпеды залоченные. Хорошая новость. Не отвод. Плохая новость. Сплэша нету. Урон за залп 78 тысяч, перезарядка 14 секунд. Много, как по мне, могло бы было бы быть и меньше. Слот под вертолет 1. Автопушки. Четверенный слот. Разлоченный. Ставим, что хотим. Ну и далее идет ПВО. У нас есть Seablade. Это автоматические пушки такие. Ну как пушечное ПВО. Да, которая вот выдает там 390, дистанция у нас, где у нас дистанция? 3,47, не так, чтобы и много на самом деле. Перезарядка долгая, 4,9, но зато есть урон по области в 50 единиц. То есть теоретически ракетки от детерренсов ВС-3 возможно будут сбивать эффективнее немножко. Но, если честно,
По-моему, лазеры их сбивают получше. Дальше идут 3 плюс 2, то есть один тройной слот и второй двойной слот, разлоченный под ПВО, ставим чего хотим. Вот такие у него наборы ТТХ. ТТХов. ТТХей. Блин, пофигу. Идем к расходникам. Стандартный набор для ремонта, стандартные ловушки, резерв стандарт. А вот самое интересное, у нас есть дымы. Дымы. Аж целых самых 3. То есть этот линкор, он, как и Худ, может спрятаться в дымы и, соответственно, отключить ракетчиков. Теперь немножко повозвращаемся назад, да, то есть, как бы, ну, пока еще не пошли в бои, отмечу некоторые моменты. Первое. За счет того, что у него есть счетверенный слот автопушек, да, это у него AFGS сюда можно поставить. Это дает вам возможность ставить сюда любые гранатометы. То есть ТРГ, там, я не знаю, ВС-3, что хотите сюда ставьте. Вам не обязательно играть на каких-нибудь там РБУхах или еще чем-то там, да, чтобы хоть как-то отбиваться от торпед. Торпед вас могут защитить AFGS, то есть ставите сюда, что хотите. И второй момент, ПМК, вот эти SKC-37, они работают по воздуху и по поверхности. То есть это то же самое, что и у Худа, да, та же самая фишка. То есть дымы от Худа и ПМК тоже, видимо, оттуда же взято. Но при этом он почему-то брат-близнец Бисмарка. Понятно, что ничего не понятно. Ну что ж, давайте теперь посмотрим, как эта штуковина себя в боях ведет, а потом уже сделаем какие-то выводы. Поехали! Видимо, хуже карты не нашлось. Что поделать? Что у них там? Изюм, Дефиант, Нингба, Руэнс и Авенджер еще. То есть у них 1,5 курятника. Блин, не ту кнопку нажал. Авенджера надо хотя бы утопить. А мы в ответ врагу шарахнем. А нет-то. Мы тоже можем врагу огнем шарахнуть. Ну-ка. Что ты такой весь суетливый-то, а? Ровненько летят, можно работать пушками. У них, кстати, линкоров нет. А у нас есть. Пока. Но это ненадолго. Я думаю, сейчас они в инвиз залезут и привет. И наш курятник их не засветит, потому что это наш курятник. Что там такое? Кто-то в дымах? Да, кто-то в дымах. Какая наглость. Вон там кто-то высовывается, прям всем корпусом вылезает. Чего же вы там ползаете-то в дымах своих? Ну, успею в носяру дать. Успел ему еще в носяру дать. Нечего ползать тут. Расползался. Так, ну что у нас там такие? Что мы такие имеем? Еще кто-то лезет яростно. Смотрите-ка. Вот паскудник. Как он меня развел грамотно. Но это, наверное, случайно было, скорее, чем специально. Ой, да плевать. А ПВО? У нас есть ПВО? Филочку, пожалуйста. И вот сюда вот. Тихо, 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 тихо. Так это не работает. Чертовы инвизные вертолеты, блин, которых нету. Блин, мы всрали курятника. А что теперь? Мы курятников всрали. Вы издеваетесь? Блин, там нет никого. А что наши? Наши кого-то выбили. Наши молодцы, на самом-то деле. Надо признать. А я могу здесь как-то вот так, как-то вот, чтобы так вот, как-то вот так вот. И чтобы вот как-то так резко раз, и так хоп, и вперед. Наверное, надо идти к этой самой. К их тумбочке, поджимать их. У меня и FGS есть, я могу с торпедами-то как бы воевать.
Светить их надо, чтобы наши их из инвиза могли долбать. Вот чего. То есть моя задача, как бы это смешно не звучало, быть сейчас светляком. Можно воткнуть корабль сюда и попробовать вертолетом светануть этого вот, который там вот. Привет. Что это такое? Что, помогает против пушек? Хорошая штука, да? Да, обнаружена торпеда курсом на нас. Но почему-то корабль, который запузырил эту торпеду, он почему-то не светится. Вот что интересно. Давайте, ребят, давайте. Я кому свечу? Я светляк. Я полезный. А вот кто-то еще поджимается. В упор пошли уже их бить. Ладно. FGS прям 4 штуки работают. Все, вертолет поехал. А, все, уже и не надо, нормально все. Нормально все. Разнос получился. Ну вот. Вот такая у него живучесть. Нормально, да? Живет? Паскуда. Что там у нас? 58 ракет, 55 торпед, 7 штурмов, 4 дрона, 3 вертолета. Ну вот. Вот такой уровень живучести. То есть на карте, на этой линкоры, они практически не живут вообще. Но вот этот вот взял и выжил. То есть в плане живучести он иногда удивляет. Не всегда, конечно. Если захотят, то сожрут и его. Но вот в какие-то моменты вот эта его живучесть, конечно, отрабатывает. И причем я даже дымами не воспользовался. То есть вот, пожалуйста, показательный бой. Так. Поехали. Не, поехали-ка мы налево. А пока мы медленно и мучительно разворачиваемся... Ямато Егис, у них есть тирпиц. Откуда у них тирпиц? Где взяли тирпиц? Это у меня только тирпиц. это у вас фальшивый, он китайский, наверное, где-то на рынке купил. Ашигара. Зачем Ашигара? Вислый Потапум, Русич. А у нас Спруэнс есть, Лонг-Бич есть, Ямато есть. Фигашься. Спруэнс, имба, понимаешь. Так, поехали. Ну, отличный засвет, только ни хрена после этого засвета не ясно. Чё, кто, где, куда, кого, почему. Разъезд непонятен от слова совсем, потому что засвет сделан не вовремя и вообще. Все не так. Не так, как оно должно быть. Как бы мне так можно выйти вот под углом на эти граждан? А можно меня не будут подпирать, как будто бы. Ну, типа, как бы меня, как будто бы не подпирают. Сделаем вот такой вариант. Кто-то сдулся сразу же. А что ему не сдуться? Ему и так нормально. Этот стоит упорно, куда-то шмаляет. Ему нормально. А я сейчас вот уже хилочку должен включить. Да блин! Рано. Рано. Так, что происходит? Это убрать? Не надо мне тут. Разлетались, понимаешь. Козероги. Вот он сейчас ошибется и... Да, конечно, блин. И наш засранец взял и поймал все мои снаряды. Ну зачем ты это сделал? Ты задержан или просто глупый? И сейчас я его должен забирать вот прям кровь из носу. Ага, сейчас. Все в остров залепил. Криворукий дятел печальный. Да что ты будешь делать-то, а? Но он же больше так ошибаться не станет. Он же не станет так больше ошибаться, ну. Ну, да, не станет больше он так ошибаться. Ой, как интересно. Уходим. Поджимаемся. Чтобы он не мог больше эту гадость сделать мне. О! А он решил все-таки ошибиться. Привет!
Ну, есть! Забрал таки, наконец-то. Сделал то, что должен был сделать час назад. Безрукий, печальный, не знаю кто. А чё не бежишь? Русич, ты чё, прикалываешься? Тут как бы линкор едет. Тебе вообще не интересно, я понял. А ты куда, эй? Погоди, пообщаемся. Не хочет Мухаммед общаться. Убежали. Ну вот, как бы как-то вот, как-то так. Как видите, геймплей легкий, непринужденный, не напряжный. Урон вливается. Живучесть у нас что? В порядке 48 ракет, 4 торпеды. Ну, что тут еще сказать? Вот такой он. Дуэль с другим терпицем случилась у нас. Постреляли друг в дружку. Ямато где был? Он позади него, что ли, стоял? Тут второй, я даже не разглядел. Ну, кораблики поменьше, тут вообще просто говорить не о чем. Просто выходит и сносят. Вот по поводу ногиба. Купить корабль, чтобы нагибать. Ну, вот мелочь всякая сносится к чертям вообще. Как нечего делать. С корабликами побольше, ну, немножко приходится повозиться. Но, в принципе, справляется и там легко, не напряжно, спокойно. Очень комфортно. Поехали. Курятники. Ну, чей курятник отыграет? Это вопрос. Чей курятник отыграет? Какой стоп? Чего стоп? Вперед. Ну нахрена ты дымы воткнул? Ну что ты делаешь-то вообще? 32-й. Монтана. Монтане накинем. Чё нет-то? Так, что происходит? А, меня курятник обоссанный долбит. Понятно все, я вопросов больше не имею. Придурок. Однокнопочный. Надо попробовать его забрать, хотя... Нет, здесь я буду закрыт, и от этого я буду закрыт. Дымы встаем. Шел он нахер. Минус. Отлично. Господи, боже мой. От этого подсосника уйти. И оп. Уворачиваемся от подсосника. И у них остается 2 корабля всего. Блин. Блин. О, господи, тебя тут только не хватало, да? А ПВО, оно будет работать? Оно не будет работать, ему не интересно. ПВО, проснись. ПВО не интересно вообще. А он вообще стрелять не хочет, ему пофиг. Ред? Чё ты там? Чё ты там лагаешь? Чё ты там лагаешь? Чё-то лагает. Или это он так остановился, что аж залагал. Минус. Остается последний. Блин, 13 тысяч или сколько у меня было хп? Как я выжил-то? Император защитил, не иначе. Еще и вселенское зло умудрился утопить. Блин. Победа! Вот так вот.
Ну вот, очередной раз живучесть кораблика сыграла роль. Но почему у кораблей, вот у всех у них, у этих чертовых кораблей в игре, ПВО просто перестает работать в какой-то момент? В него летят ракеты, ПВО вообще срать хотело. Что происходит-то? Какого, понимаешь, лешего? Вот что это такое за фигня? Я не понимаю. Но вот удалось выжить, даже удалось забрать вселенское зло, увернуться от всех, от кого можно было только увернуться, и даже дожить до конца боя. Ну, тут реально император защитил, по-другому тут не объяснить. Но вот, опять же, кораблик живучий достаточно в определенных ситуациях. Ну и урона тоже у него хватает. И играть комфортно. Что-то еще можно добавить. На торпеды вообще можно забить 4 штуки FGS. Ну, вот, комфортненько, комфортненько. Ну что ж, мы посмотрели на эту посудину в боях, и какие выводы мы можем сделать. Ну, во-первых, если вы хотите себе линкор, на котором вы будете плыть просто вперед одной кнопкой и разваливать всех второй кнопкой, то этот корабль явно не про это. Это не Эльзас, это не Хуакин, это не Ямато. Это совершенно другой корабль. То есть здесь скорее можно было бы сказать, что это очень-очень-очень тяжелый крейсер, нежели даже линкор, потому что урон, если у него стоят PHL, у него общий урон артиллерийского залпа примерно 265 тысяч. Для сравнения, у того же Худа это будет 300 тысяч. Но если сравнивать его с Бисмарком, естественно, никакие они не братья-близнецы, даже и не близко. По защищенности Тирпиц просто на голову превосходит Бисмарка. Он просто на голову превосходит. Я бы сказал, что эта штуковина все-таки брат-близнец Худа, нежели Бисмарка. Но более, так сказать, командная, что ли, отрядная. То есть этот корабль эффективен. Он эффективен чем? Он эффективен тем, что он способен работать по авиации из артиллерии. Он эффективен тем, что он гроза подлодок, потому что у него 2 гранатомета, 2 торпеды неотводимых, и у него 4 автопушки. То есть на AFGS-ах он просто 0.39, там, всяких наутилусов, он об колено их гнет. Как тростник, понимаете? Это как бы вот корабль, который сочетает такой вот функционал. Он может защитить от авиации, да, за счет пушек, за счет дымов, да, он может прикрыть союзников именно. Если еще HQ-шки в него воткнуть 2 штуки, то, ну, 26, естественно, то он и ракетами работает по самолетам, и из пушек работает по самолетам, и дымами может и себя, и союзников прикрыть от самолетов. Дальше подлодки, торпеды, всякие там CSTP, чунгнамы идут лесом просто, я не знаю, за успокоительным, потому что торпеды он вырезает капитальнейшим образом. Урона у него не сказать, что прям, ну вот, нету, но до линкорного урона он не дотягивает. Все, что ниже 300 тысяч, это, по сути, явно не линкорный урон. Но как дополнительный урон к урону других кораблей, это очень даже серьезная цифра, да, 260 тысяч, если на PHL-ах он заносит. Ну, извините меня, это тоже серьезно. Плюс у него неплохое ПВО. Таким образом, он как бы корабль командный, он чисто командный. Сам по себе он не представляет из себя практически ничего. Естественно, я считаю, сравнивать корабли в формате кто кого 1 на 1 сломает неправильно, потому что тогда лучшим кораблем в игре является Ямато, потому как он сломает 1 на 1 чуть ли не всех подряд. Но если мы говорим об оценке корабля, то оценивать его нужно в контексте его эффективности. В чем он вообще эффективен? Вот этот корабль, он эффективен в командной игре. Как член команды он очень эффективен, он прям хорош. Да, если вы где-то рядом с ним плаваете, до вас, скорее всего, торпеды не дойдут. Да. У самолетов будут проблемы с вами, и так далее и тому подобное. Плюс, если вы с кем-то там стреляетесь, он вломит своего урона, вы вломите своего, глядишь, у противника и ХП закончилось. Но если вам нужен именно линкор, на котором вот есть 2 кнопки, кнопка W и левая кнопка мыши, чтобы всех нафиг убивать, то это не ваш корабль. Он, во-первых, не имба, ни разу, нигде он не имба.
Даже в ХП, в плане ХП он проигрывает тому же Исакову, который крейсер. Да? У того 552 тысячи, у этого 539. Но вот в плане живучести какой-никакой, в плане поддержки команды он действительно эффективен. Да, то есть нужен он вам такой? Хорошо, не нужен? Ну, что я могу поделать? Я никогда не советую покупать, не покупать, потому что, как бы, деньги ваши, если вы еще там в рулетку эту лезете играть, упаси меня, Боже, по чужим карманам шариться. Моя задача просто объяснить вам, что это за корабль. Вот этот корабль — это командный игрок. Сам по себе он ничего особенного себя не представляет. Любой серьезный линкор развалит его. Ракетчики могут его запинать из укрытий. Ну, ракетчики сейчас запинывают кого угодно из укрытий. Единственное, что он сможет сделать, это бросить под себя дымы и продлить свою агонию на эти 10 секунд несчастных. Вот. Поэтому играть на нем надо аккуратно, осторожно, от укрытий, ловить моменты, использовать возможности и, соответственно, думать, 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 думать. На шаг вперед, на 2 шага вперед, на 3 шага вперед. Бездумно поплыть вперед и положить всю вражескую команду вы не сможете. Для этого вам вообще нужен курятник. Ну или можете взять арту, он сесть там где-то в районе Урюпинска и оттуда нашвыривать по всей карте. Вот так. Так что, подводя итог, это такой интеллигентно-интеллектуальный кораблик, на котором надо думать и на котором надо играть в тимплей. В отряде он будет хорошо смотреться, я думаю, прям очень хорошо будет смотреться в отряде. Но сам по себе он толком даже и не линкор, если так подумать. Как-то вот так. Если вы уже его достали, то напишите свои впечатления. А у меня на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Приходите еще. Не забываем подписаться на канале, проставиться лайком. Всем всего и до встречи.